Оля выросла в детском доме и, в отличие от своих соседок по комнате, никогда не видела родителей. К другим приходили мамы, папы, бабушки, старшие сестры или братья. Кто-то не мог их забрать из-за денег, а кто-то из-за возраста. Бывало, приходили пьяными, неопрятными, но приходили. Сидели в отдельном кабинете или во дворе, передавали через забор конфеты и яблоки, обещая исправиться и забрать домой. А к Оле никто не приходил. На ее вопрос о родителях воспитатели отвечали: «Не знаю, я здесь не работала, когда тебя привезли, а в личном деле сведений нет». Ее действительно привезли неожиданно, поздним вечером. Если она могла бы спросить нянечку, которая работала в тот день, тогда узнали бы, что мать оставила ее на улице, оставила и ушла, а девочка сидела и ждала, пока совсем не замерзла и не заплакала. Ее заметили прохожие, и после нескольких перемещений по кабинетам и разговоров с людьми в форме, она вдруг оказалась в невзрачной комнате с множеством детских кроваток, из которых на нее смотрели несколько десятков таких же грустных и растерянных глаз. Детский дом — это мальчишки, которые отнимают апельсин по дороге из столовой, это сердитая воспитательница, со словами «как вы мне все надоели», несущая сырой матрас на улицу, обрекая его обладателя на позор и шутки. Но, все-таки на 16 лет детский дом стал для девочки единственным пристанищем, казенным, не родным, но теплым и сытым. Ужасы, которые часто видно в фильмах и книгах, ее обошли, так же, как и любовь и человеческое тепло. В 18 лет Ольга поступила в педагогический институт, где познакомилась с Лешей. Они встречались год. И вот что интересно, вместе они разговаривали, смеялись, и девушке казалось, что парень любит ее, а когда она встречала его с компанией, тот проходил мимо, даже не смотря в ее сторону. Его друзья почему-то смотрели на нее с сожалением, а может, ей просто казалось. Зимой, во время каникул, Олю ждало потрясение: 2 полоски на тесте. «Ну нет, дорогуша, у тебя не прокатит, жениться я пока не собираюсь, и дети мне не нужны. Мне свобода дороже». «И как же мне быть?» «Иди, делай прерывание». «Давай, удачи». И он ушел, а Оля осталась одна в комнате. В это время в общежитии было пусто и тихо, потому что большая часть студентов разъезжалась по домам на время праздников и подготовки к сессии. Как же тяжело было находиться там, не зная, что делать дальше. С этого момента Леша больше к ней не приходил. Нехотя и не сразу отвечал на звонки и в какой-то момент перестал совсем. Ее последнее сообщение так и осталось непрочитанным. Что делать? Поехать некуда. Когда появится положенная квартира, появится ли вообще, неизвестно. А тут ребенок. Конечно, прерывание было разумным решением в этой ситуации, но тут вспомнилось детство, когда Оля сидела у окна и смотрела на дорогу, где в зимних сумерках родители вели детей из школы и садиков домой. Так хотелось, чтобы кто-нибудь из них пришел и забрал ее тоже, отвел домой, а там ужин, чай с конфетами, своя кровать и целая комната игрушек. А потом Новый год, елка в огоньках с красной звездой на макушке и подарками. Она пролежала на кровати почти 2 недели, мало ела и почти не выходила на улицу, пропустила все экзамены. А потом, в один миг, к ней пришло облегчение, и она решила, что родит, несмотря ни на что. И как ни странно, эта мысль была самой счастливой в ее жизни. Ольга стала ходить по микрорайону, искать работу, любую, лишь бы с жильем и официальной зарплатой. Спустя несколько дней ей повезло, в столовой при заводе требовалась уборщица, да к тому же, предоставлялась комната в заводском общежитии. Это было как раз то, что ей нужно. Взяв академический отпуск, она приступила к работе. Скромную зарплату приходилось беречь, как зеницу ока, покупать только самое необходимое, выбирая продукты подешевле. С одеждой вопрос тоже решился, неподалеку находился отдел соцзащиты, куда люди приносили ненужные, но еще вполне хорошие вещи. Она уже взяла там несколько вещичек для ребенка, комбинезон, сапожки, несколько игрушек. Однажды вечером, вернувшись с работы, Ольга увидела, что дверь комнаты была открыта. Она тут же бросилась к полке на стене, где за книгами был спрятан сверток с деньгами. Вытащив все книги, она уселась на пол и заплакала. Все, что ей удалось накопить за несколько месяцев, пропало, а всего через полгода ей предстоит родить и остаться с младенцем на руках без возможности работать. Она поднялась и выглянула в коридор, там стояла тишина, даже на кухне было темно.
Вспомнился случай, как недавно кто-то вынес из комнат на втором этаже несколько ноутбуков и телефонов. Вора нашли, но он все успел продать и ничего не вернули. Девушка оделась и пошла на улицу. Брошусь под машину. Мелькнула в голове страшная мысль. Было холодно и морозно, под ногами хрустел снег. Она прошла по освещенной дороге, свернула в переулок и побрела мимо серых зданий и детских площадок. В одном из дворов навстречу ей вышла женщина с коляской. Она была красиво одета. На фоне окружающей обстановки выглядела просто шикарно. Пальто с меховым воротником, черных бархатных перчатках, сапожках на каблуке, с блестящими длинными волосами и маленькой сияющей сумочкой через плечо. Она везла перед собой модную бежевую коляску-люльку с закрытым верхом, маленькими колесиками и муфточкой на ручке. «Да уж, мне такой коляски никогда не купить, даже с рук», — подумала Оля. Незнакомка прошла мимо, и Оля обернулась. В сумерках она увидела, как женщина дошла до мусорных баков и скрылась за бетонными ограждениями. Через минуту она вышла одна. Оставила коляску. Обрадовалась девушка. Даже мысли о пропавших деньгах отступили, ведь если сейчас она успеет забрать коляску этой богачки, то одна дорогая вещь для ребенка у нее уже будет. А гулять с коляской и ходить в больницу будет намного удобнее, чем без нее. Оля медленно пошла обратно в сторону мусорки. Коляска действительно осталась стоять там, за большим зеленым баком, почти незаметная с дороги. Она подошла, открыла округлую крышу, чтобы осмотреть, все ли с ней в порядке изнутри, ведь не могла же она ее просто так выбросить, и потеряла дар речи. Постояв рядом минут 15-20 и убедившись, что женщина не вернется за коляской, Оля покатила коляску к общежитию по пустынной улице, оглядываясь в разные стороны, будто пытаясь кого-то разглядеть в темноте. Сердце бешено колотилось, и ей было тяжело дышать. Зайдя внутрь здания, она остановилась перед окошком, из которого на нее смотрела женщина-вахтер. «Оль, ночь на дворе, где коляску-то успела взять?» «Тамара Ивановна, вызовите полицию, пожалуйста, задыхаясь», — сказала девушка. «А что случилось?» «Тут ребенок в коляске». Бабуля так изумилась, что быстро вышла из своей каморки и взглянула внутрь. Там действительно лежала маленькая девочка в розовом комбинезончике и белой шапочке. На ее личико упал свет, она зашевелилась, выронила изо рта пустышку и заплакала. Пока Тамара Ивановна вызывала полицию, Оля качала малышку на руках в своей комнате. Потом они вдвоем искали кормящую маму в общежитии и, по счастью, нашли, потому что где-то купить молочную смесь в это время в ближайших магазинах невозможно, либо все закрыто, либо нет таких товаров. Полночи прошло в разбирательствах, объяснениях, опросах, поиске свидетелей. Тяжело, долго и мучительно, а завтра еще идти на работу. Как она себя будет чувствовать с утра? Просто ужасно все это. Когда Ольга осталась вдвоем с соседкой, одинокой женщиной средних лет, та достала из кармана своего халата несколько свернутых тысячных купюр и протянула ей. «Слышала, тебя ограбили, на вот, возьми, до зарплаты на жизнь хватит, отдашь, когда разбогатеешь, тебе сейчас нужно хорошо кушать, за двоих». У Ольги слезы навернулись на глаза от облегчения, она с благодарностью взяла сверток и заверила Валентину, что отдаст все при первой возможности. Мир не без добрых людей. Через 2 дня она пошла в больницу, чтобы навестить найденную девочку. 6-месячная кроха лежала в кровати и всхлипывала во сне. Ольга посидела с ней, покачала на руках. Совсем скоро у нее тоже будет малыш, сыночек, и хоть впереди трудные времена, все же она этому рада. Была бы возможность, она взяла бы и девочку тоже. Но куда? На что жить? Когда Оля в следующий раз пришла в больницу, малышки там уже не было. Медсестра сказала, что ее забрала какая-то очень солидная пожилая женщина на дорогом автомобиле. Видимо, бабушка. Бабушка? Откуда ж она взялась? Не знаю, но вся такая в золоте, в костюме, на черном авто. Я подумала, что жена какого-то дипломата к нам заглянула. Спрашиваю, вы к кому? А она, за девочкой, говорит, бабушка. Ну так это очень хорошо, что нашлась бабушка. Что бы с ней было, если бы никто не забрал? В дом малютки бы отправили, уж точно. Осенью Ольга благополучно родила сына. Однажды во время прогулки в парке она встретилась с Лешей лицом к лицу.
Он быстро шагал вперед, потом резко остановился, взглянул на нее, а затем на коляску и, не поздоровавшись, прошел мимо. Одногруппница потом написала Оле, что он бросил институт и уехал куда-то. Оля же продолжала заниматься сыном, укачивала, стирала пеленки, страдала от одиночества и часто плакала по ночам. Данил же рос крепким и здоровым ребенком, очень заразительно смеялся, чем веселил не только свою маму, но и соседей через стенку. Через 3 месяца после его рождения в общежитие пришла седая, но все еще красивая женщина и спросила, где живет Ольга Ерофеева. Поднялась на 3-й этаж и постучала в комнату. «Здравствуйте, Ольга, я вас давно ищу». «Меня? Зачем?» «Вы спасли мою внучку». «Это которую оставили в коляске?» «Да». «А что тогда случилось?» Гостья рассказала, что малышку бросила ее дочь, а сама уехала за границу и больше ей не звонила. Она карьеристка, построила свой бизнес, купила все, что хотела. А тут встретила одного. Влюбилась и совсем себя потеряла. Он манипулировал ей, пропадал на некоторое время, потом снова появлялся. Оказался альфонсом, просил купить ему всякие вещи, машину, сильно ревновал, даже бил. Сколько бы я ее ни просила бросить его, она не слушала меня, истерила, уходила и не отвечала на звонки. Женщина замолчала, посмотрела на Даню, который лежал в кроватке и внимательно рассматривал собственные пятки, сняв с них носочки. Хорошенький малыш. Моя Лизонька уже пробует ходить. А дочь? Так и не позвонила ни разу. Ну да ладно, не за этим я пришла. Елена Сергеевна, увидев, как Оля живет, неожиданно предложила. А знаете что, мы ведь с внучкой совсем одни в большом доме, может, переедете к нам? Все бытовые расходы беру на себя. Муж оставил после себя такое состояние, что на много поколений вперед хватит. Заодно и помогать друг другу с малышами будем, все же вдвоем-то сподручнее. У девушки перехватило дыхание. Ну я особенного-то ничего и не сделала, каждый поступил бы так же на моем месте. На что гостья заметила. Каждый, да не каждый. Кое-кто, оказывается, и собственных детей бросает, что уж говорить о чужих. Переезд был легким, вещей у девушки было совсем мало. Через пару дней Оля уже укладывала сыночка в комнате, которую она выбрала сама, в действительно просторном коттедже Елены Сергеевны. Рядом в комнате даже примыкал санузел с большой ванной. Мало-помалу в общих заботах и разговорах Елена Сергеевна и Ольга настолько сблизились, будто всегда были семьей друг для друга. В какой-то момент иначе как мама и дочка уже и не называли друг друга. Когда Данечке исполнилось 2 года, Оля сообщила Елене Сергеевне хорошую, как ей казалось, новость. «Мам, я возвращаюсь на работу. На следующей неделе уже выхожу, готовы взять». «Какую работу?» Елена Сергеевна встрепенулась. «Ну я же тебе рассказывала, помнишь? В заводской столовой работала». «Не век же мне на твоей шее сидеть», — Оля улыбалась. «А еще я помню, что ты мне рассказывала о том, кем мечтала раньше стать, и уж точно не уборщицей. Давай лучше обсудим твое возвращение к учебе, а потом уж о работе подходящей будешь думать». Спустя неделю Ольга шла по территории знакомого университета, с трудом скрывая волнение и нахлынувшие приятные воспоминания о студенческих годах. Она только что получила документы для восстановления после академического отпуска и решила отметить это событие. Девушка свернула к знакомому магазинчику и замерла. «Леша?» Небритый, с трясущимися руками, он не узнал ее и попросил 20 рублей на хлеб. «Нет, извините», — быстро ответила Оля и прошла мимо. Остановившись за углом, она несколько минут наблюдала за тем, как он просит деньги у прохожих, и еще она думала о том, как интересно порой складываются судьбы людей. Ведь он так уверенно говорил ей, что однажды станет богатым и известным, а в итоге стоит здесь, побирается. Подойти, демонстративно дать 100 рублей, как бы с пометкой за прошлое. Нет, пусть живет и дальше в неведении, что у нее и его сына все хорошо. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.